Это наш город! Народ начинает строить баррикады. Стенку! 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 Что случилось? Тебе дубинкой по голове? Россия будет свободной! Россия будет свободной! Итак, друзья, сейчас час дня. Через час, по идее, должна начаться несогласованная акция около мэрии Москвы, которую неделю назад Алексей Навальный объявил на проспекте Сахарова на митинге против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Здесь более-менее спокойно, как вы видите. Встречаются вот журналисты Таня Фельгенгауэр, потрясающая, невероятная журналистка «Эхо Москвы». И мы сейчас идем к мэрии. Говорят, там уже задержано 9 человек, очень много полиции, полиция во дворах. И, судя по всему, они готовятся каким-то образом перекрывать Тверскую. В общем, сейчас мы посмотрим, что здесь происходит. На всяких переулках стоят самосвалы. А это автобусы с личным составом, который привез сотрудников Росгвардии и полиции к месту предполагаемого митинга. Я воспользуюсь положением. Что ты ожидаешь, Таня, от сегодняшней акции? Я думаю, что людей будут просто блокировать всеми возможными способами, и это будет такое тупое шатание из стороны в сторону в попытках найти хоть какой-то путь к месту встречи. Ну вот здесь вот мы видим, тоже стоит самосвал. При этом автобусы, они, видишь, они припаркованы так, кабина в кабину. Я думаю, они эти автобусы в первую очередь поставили, чтобы народ не смог перекрыть и выбежать на Тверскую. Вот здесь у нас уже много сотрудников полиции, которые проверяют содержимое рюкзаков, кто идет к мэрии. Сейчас должны у нас проверить. Здрасте. О. Примерно через час начинается акция, когда у меня проверяют документы, но я должна также пресс-карту. Сейчас будет забавно, если я скажу, что... Да, кстати. Спасибо большое. Все, до свидания. Прошу обратить внимание, что у меня документы не проверят. Потому что я внушаю доверие, в отличие от тебя, Таня. Вот, и мы, собственно, подошли к мэрии. Вот так вот сейчас выглядит мэрия, где уже начинаются задержания. Россия без Путина! Пойдем. Пойдем, говорю. Я аккредитацию сейчас вам Сказали, покажу. все. Надо было сразу ее показывать. Вот один за одним вот они ведут. Одного, второго, третьего, то есть и еще одного человека. То есть просто кто-то останавливается около мэрии, к нему подходят, смотрят документы и уводят в автозак. Ну вот людей выдавливают в Пушкинской. Алло! Народ, что? Алло! Алло, где? Алло! Вот начали зачищать Тверскую. Полиция вот выставила такую цепочку и выдавливает всех людей к метро Пушкинская, а с другой стороны, соответственно, к Охотному ряду. Ну вот увидели, сейчас начинают задерживать и выдавливать уже с другой стороны Тверской. Народ за оцеплением скандирует «допускай», аплодирует. Это, видимо, повторение этих вот тактики белорусской оппозиции, которые аплодировали на улице, когда выходили на протесты. Начали задерживать уже с этой стороны. Помогаем, нахуй! Сука, помогаем, блядь! Помогаем, блядь! Помогаем! Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись. Не мешаем проходу других граждан. Вот они стоят, блядь, из деревни приехали, блядь, и здесь встречают народ. Их всех собрали, пусть знает откуда вообще. Они же, блядь, дауны все. Ни образования, ничего нет. Вот они, пожалуйста. Забирай. Забирай. Вот эти два человека в кепке показывают, кого надо задерживать. Это...
Уважаемые граждане, пожалуйста, не задерживайтесь, проходите. Ну, здесь продолжают вытеснять людей. Пожалуйста, не задерживайтесь, проходите. Кто сопротивляется, их задерживают. Уважаемые граждане, пожалуйста, ваши действия незаконны. Вниз голову! Уважаемые граждане, пожалуйста, проходите, не задерживайтесь. Уважаемые граждане, проходите, не задерживайтесь. Не мешаем проходу других граждан. Уважаемые граждане, пожалуйста, проходите, не задерживайтесь. Сейчас 2:30, и говорят, уже 170 человек задержано. С другой стороны Тверской уже зачищают людей, их тоже оттесняют по разным улицам, и по одному из толпы, я не знаю, по какому принципу, вытаскивают людей и задерживают. Уже тоже здесь несколько автозаков отъехало. Вот видно, как куча сотрудников полиции оттесняет людей. Я вас оформлю. Ничего не позорится. Что случилось? Почему? Ну пацана забрали, блин, стоял в сторонке. Это что такое? Он вообще их не трогал. Вот магазины, которые на Тверской, их закрыли по просьбе полиции. Магазин «Москва» закрыт по техническим причинам. И администраторы других магазинов тоже жаловались, что к ним с утра сегодня пришли сотрудники полиции, попросили магазины на время акции закрыть с часу до 4. Видимо, чтобы в магазинах не укрывались потенциальные участники. 3 часа дня, вся Тверская зачищена, народ оттеснили по переулкам. Подземные переходы перекрыты. Я с тобой пойду, сейчас подожди. Мы подошли к пешеходной зоне Столешников переулок. И здесь куча людей, которых вытеснили с Тверской. В общем, народ просто гуляет, скандирует. Полиции нет, полиция оцепила только мэрию и не дает собраться на Тверской. А на соседних переулках жизнь продолжается. Собянина под плитку! Собянина под плитку! Собянина под плитку! Мы хотим честные выборы! Мы хотим честные выборы! Россия! 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 Друзья, значит, рассказываю, что происходит. Сейчас 4 часа дня. Народ продолжает оставаться в центре. Порядка 350 задержанных. Есть столкновение с полицией. Вот кому-то сейчас смотрю по ленте разбили голову. Фашисты, блядь! Что вы делаете, блядь? Отпустите быстро, блядь! Но это очень все локально, да, потому что мы сейчас отошли к Кузнецкому мосту посмотреть, что здесь. А здесь просто мирная жизнь, народ сидит в кафе. Вот смотрите, вообще люди просто гуляют, и даже нет никаких признаков, что в сотни метрах отсюда могут быть какие-то столкновения с полицией и протестующие. Сейчас попробуем понять, где народ собирается, потому что полиция в этот раз очень грамотно рассекла людей и не дала собраться в одном месте. Но вот здесь протестующие перекрыли Петровку сейчас. Родители с народом!
посадим! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Стенку! 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 Мы просто хотим своих депутатов, и все. Нам больше ничего не будет, чтобы они управляли городом. Так, кто-то кидает бутылки. Растягивайся, на месте стоять! Назад! 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 Так, народ начинает строить баррикады. За любовь! За любовь! За любовь! Значит, такая ситуация, что у толпы нету лидера, и никто не очень понимает, куда идти. Поэтому было предложение пойти на яму, теперь свернули на Большую Лубянку. Ну вот сейчас будет интересно. Там полиция пытается увести сейчас трафик, но если люди дальше пойдут, они выйдут к зданию ФСБ. Там с утра была мобилизация ОМОНа, и, скорее всего, там сейчас будут столкновения. Ну, посмотрим. В общем, сейчас толпа порядка 1500 человек совершенно беспрепятственно перекрывает улицу. Вот уже с Петровки по Рождественскому бульвару дошла до Трубной, поднялась. И, дойдя до Покровки, вот сейчас свернула на Большую Лубянку и движется в центр, в сторону Лубянской площади. Полиции нигде нету. Все это проходит очень так спокойно, без какого-либо вмешательства. Ну, скорее всего, не знаю, сейчас или на Лубянке, или где-то начнутся столкновения, потому что полиция не допустит. Вот. Ну, здесь вот сотрудник полиции уводит трафик в переулке. Здесь вот уже идет толпа. Прикольно, водители поддерживают народ. А вы возмущаетесь или поддерживаете? Поддерживаете. Мусора, позор России! Мусора, позор России! Мусора, позор России! ФСБ, позор России! ФСБ, позор России! Ну вот толпа дошла до здания ФСБ. Полиции пока нету, то есть так только наблюдает. И народ скандирует ФСБ, позор России. Под стенами ФСБ скандируют «Долой власть чекистам». Вообще удивительно то, что они всех ждали на Тверской, а когда они раздробили толпу, никто не подумал, что народ будет ходить. Или просто очень много народу вышло. Когда ты находишься здесь в толпе, сложно просто оценить, сколько людей. Вы за или против? Против чего? Этих людей, Каких? которые идут сейчас по улице. Вы, Да. вы их поддерживаете? Конечно, поддерживаю. Ну вот полицейские машины, бутылки летят. Все, ОМОН у Большого театра. Люди от ОМОНа сворачивают. Посетители кафе так брезгливо достали телефоны и начали возмущаться, что одни малолетки там идут, а лучшие люди страны, в общем, испортили обед отдыхающим. Так, и народ уже на Камергерском. Пока все возвращается к тактике, которая раньше была, когда люди часами ходили по городу, их никто не трогал, и в конце просто всем надоедало ходить, потому что нету лидера и непонятно, что делать дальше. Сейчас мы в Тверской по Камергерскому подходим. А нет, там оцепление стоит в конце Камергерского.
Ну вот толпа решила прорвать. Уважаемые граждане, прекратите ваши действия! Как вы видели, прорыв не получился, потому что росгвардейцы пустили в ход дубинки, на этом прорыв закончился и народ пошел гулять дальше. Цепочку делаем, растягиваемся, цепочку! Ну что, сейчас делают цепочку и будут зачищать камергеров. Да, здесь довольно много сотрудников Росгвардии. Пожалуйста, людей своих не колечьте самостоятельно. Вы не колечьте. Вы сами нам все сделаете. Что случилось? Тебе дубинкой по голове? Да, два. В общем, шествие продолжается. Теперь по Неглинке дошли до Трубной и по Цветному бульвару идут в сторону Садового кольца. При таком случае дошли до Садового кольца, Цветного бульвара и полностью заблокировали Садовое кольцо. Народу, наверное, несколько тысяч, сейчас пока непонятно, полиции нету, 2 экипажа ДПС, но они, конечно, ничего сделать не могут. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Как вам шествие? Окей. Как вам митинг? Отлично, класс, круто. Вы поддерживаете? Конечно. Приехал ОМОН, несколько грузовиков, и народ ушел с проезжей части. Сейчас, видимо, будет опять в центр уходить. Ну, сейчас приехавший ОМОН рассек толпу и довольно жестко всех задерживают. Здесь, говорят, задержало несколько десятков людей, которые перекрывали Садовое кольцо. Также попали случайные прохожие. Вот только что сейчас женщина плакала, говорит, с ребенком стояли, просто глазели и их забрали. Но это к слову о том, что когда если вы не участвуете в митинге и не хотите, чтобы вас случайно задержали, будьте осторожны, потому что часто действительно берут просто по беспределу случайных прохожих. Это неправильно, плохо, но такое бывает, поэтому вот нужно как-то осторожно. И вот сейчас здесь несколько автобусов полиции, там грузовики с ОМОНом, ОМОН весь в масках. Причем это такой ОМОН очень хорошо одет, у них новая форма и такие красные круги на шлемах. Я такое раньше не видел в Москве. Люстрации! 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 Акция еще продолжается, еще не очень большие группы людей еще ходят по Москве. Происходят какие-то локальные стычки с ОМОНом, а мой репортаж на этом заканчивается. Я позже апдейтом напишу, чем все закончилось, потому что сегодня вечером вроде бы собираются люди собраться на Трубной. Я вот сейчас читаю сводки последние, которые есть на сегодняшнюю, вот на эту минуту, как я записываю этот ролик. Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч, а потом отпустили. Яшин, Гудков, Ждамин и Галямина — это кандидаты, которых не зарегистрировали и которые призывали сегодня выйти на эту акцию и были задержаны, их отпустили. Друзья, я еду монтировать для вас ролик, спешу в офис, чтобы начинать монтировать быстренько ролик. Ставьте лайк, вы ставьте лайк, подписывайтесь, если до сих пор этого не сделали. Вы большие молодцы, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Я сегодня многих из вас видел на улицах Москвы, и вы большие молодцы. Все, всех люблю, лайк, подписочка и колокольчик.